Меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из TimePad в Bison 365. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать поступаемую информацию из TimePad в другие системы. Например, в Bison вести учет новых подписчиков, удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт TimePad к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе мы копируем URL для приема данных и переходим в систему TimePad. Открываем вкладку «Организация», переходим в «Интеграции» и выбираем «Webhook». Вставляем нашу скопированную ссылку и обязательно сохраняем результат. Возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе, чтобы появились данные из TimePad, нам необходимо сгенерировать данные, в данном случае путем регистрации на сайте. После того, как вы сгенерировали данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Сейчас вы видите тестовые данные, которые мы только что сгенерировали. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Bison 365. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Добавить подписчика» в страницу регистрации вебинара. Подключаем ваш аккаунт Bison 365 к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль от аккаунта. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые нужно заполнить для отправки данных в Bison 365. В эти поля нужно назначить переменные из TimePad. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bison 365. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Bison 365». Переходим в систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Bison 365 завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!